Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Письмо из будущего. О чем же вы еще даже не подозреваете? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Знаете, сразу же мне показывают, что вы в своей жизни пережили предательство. Это, скорее всего, проиграется либо измена, вранье, да, которое вы, возможно, даже кто-то до сих пор не можете отпустить эту боль. Потому что, да, однозначно, вы не можете отпустить, и причем даже среди вас есть такие, которые готовы простить это все. Ребят, напишите, есть такие, которые готовы простить предательство. То есть вы знаете, что была измена, и тем не менее вы готовы простить и как бы начать все заново, да? Я вам скажу, что вы человек вообще по жизни, хочется назвать, такой, знаете, стальной, железные нервы, железное терпение, но это опять же до поры до времени, потому что даже вашему такому железному терпению есть предел. Вы можете быть даже в каких-то моментах где-то даже властный такой, да, вы любите держать все под контролем, вы любите все анализировать, у вас очень хорошо развит аналитический ум, но в то же время вы человек, который очень постоянный. Вы любите постоянство во всем. Это касается и женщин, и работы. Да, вот кто-то даже не любит, может быть, работы менять. Вот долго-долго, много лет работаете на одном месте. Даже, допустим, я не знаю, дома там какие-то перестановки делать вы тоже не любите, потому что вот привыкли, что вот здесь шкафчик, здесь там кровать стоит, да, и все, и вас устраивает, и оно так многие годы может стоять. Вы очень такой деятельный, знаете, правдолюб и правдоруб. Вот рубите правду матку. Вы не боитесь, да, вы порой даже не задумываетесь о последствиях, но настолько вы такой вот правдолюбивый человек, что можете даже пойти, кто-то может против начальства пойти, да, вот правду матку просто в лицо начальнику сказать. Вы понимаете, что могут быть последствия, но по-другому вы не можете, да. Вот бороться с самим собой как-то вот вам тяжеловато бывает. У кого-то из вас проиграется, что как-то вы либо же связаны с дорогой, часто, может быть, бываете в дороге, либо же это ваша личная машина. Ну, то есть дороги, вы часто бываете, либо за рулем, либо же ездите куда-то. Я вам скажу, что в вашей жизни было много тяжелых моментов. И, знаете, вы достойно выходили, вы достойно всегда вот выходили победителем из разных сложных ситуаций. Вот как бы вас злодейка судьба не испытывала изменами, предательствами, женщинами. Кто-то сейчас, может быть, там, где очень тяжело и опасно, это какие-то горячие точки. Вы, тем не менее, вот, как бы сложно не было и морально, и физически, стараетесь как-то переключаться, искать позитив, отвлекаться, да, потому что вы понимаете, иначе, если вы этого не будете делать, это можно просто сойти с ума, да, настолько вот вы волевой, сильный такой человек. Если вот вы, допустим, любите женщину, я не скажу, что вы будете сюсюкаться. Вот сюси-пуси – это точно не про вас. Во-первых, у кого-то может проиграться, что вы по гороскопу, да, вот по знаку зодиака, вы воздушные знаки. Это о чем нам говорит? О какой-то такой, знаете, эмоциональной, может быть, холодности. Некоторые люди могут вас считать холодным, где-то там черствым, да, каким-то бездушным. Я думаю, особенно это женщина, с которой у вас были проблемы. Да, эта женщина тоже могла вам прям в лицо говорить, что вот ты такой сякой, от тебя там и того не дождешься, и этого не дождешься, там ни ласки не хватает, еще чего-то.
Но это не то все, знаете, вот вы такой человек, да, вы хоть и не будете сюсюкать, вы делами, вы поступками будете все доказывать. И свою любовь вы женщине всегда доказывали и будете доказывать исключительно поступками. Вот просто бла-бла-бла, просто говорить, но это не про вас. Вы человек действий. Вы человек, который именно от души искренне все делает, но поступками. Напишите, ребят, у кого проигрывается. Далее, что еще мне о вас поведают? Вы не любите суеты, вы не любите, когда вот какой-то шум, гам, вот какие-то тусовки, посиделки, это все, это уже пройденный этап. У кого-то это прошло в молодости, кто-то из вас вообще этого, в принципе, никогда не любил, да, вот как-то вы всегда любили вот тихий такой домашний уют, да, вот какие-то посиделки, может быть, компаниями, но дома, либо же кому-то в гости сходить. Вот не любите вы какие-то кафе, рестораны, там ночные клубы, вот эти движухи, это не про вас. Вы человек очень страстный, вы хороший любовник, но снова-таки вы не будете лишь бы с кем стараться даже вот в интиме. Нет, пока женщина, ну, скажем так, не западет вам в душу, да, пока вы не влюбитесь, как минимум, вы никогда не будете даже в интиме стараться для нее. Напишите, кстати, ребят, вот будете вы стараться или нет женщины, которая, ну, чисто для развлечения, да, у кого-то были разные женщины, ну, если так по-честному. Я уверена, что нет. Только с любимой женщиной вы будете супер Казанова, супер мачо и супермен во всех отношениях. Когда вот у вас, допустим, смотрите, поскольку у нас общий расклад, да, поэтому вот каждый под себя переворачивайте, чтобы я не повторялась особо. Смотрите, либо же вы сейчас, вот кто живете в отношениях, либо же даже те, кто раньше жили, вот как-то вы всегда опирались на мнение женщины, вы всегда советовались. Даже когда совершали какие-то покупки, особенно крупные покупки, вы всегда вот, ну, действительно советовались, и как будто вот последнее слово было за женщиной. В общем-то, вы делаете, с одной стороны, правильно, да, что, ну, вместе, если это крупная покупка, нужно, конечно же, решать вместе, да, как-то вот обсуждать это все. Но, тем не менее, я вам скажу, что женщину вот именно своим отношением вы разбаловали деньгами, вот этим вашим таким вот, знаете, большим душевным вкладом в отношения. Вы слишком сильно растворились в отношениях, вы сами разбаловали своих женщин. И неважно, сейчас вы в отношениях, либо они у вас были. Вот вы сами, ребят, балуете своих женщин. Я думаю, даже вы это понимаете, но по-другому не можете. Даже вот если вы сейчас, кто живет еще в отношениях, там, да, в семье, вы понимаете, что вы сами их разбаловали, а теперь расхлебываете, да, вот такие фифочки, королевишны, звезда во лбу горит и так далее. Ну, ничего не поделаешь, ну, вы любите, как умеете, да, поступками, вот вы любите подарки, деньги, куда-то свозить, что-то купить, вот, ну, весь мир к ногам, да, вот как-то так. Ну, давайте будем смотреть, ребят, что же за письмо из будущего, о чем же вы еще не знаете, да, что же будет у вас происходить. Смотрите, те из вас, кто свободны, вот вы в душе все равно ищете, ждете, по крайней мере, женщину, которая станет вашей новой, единственной императрицей. Вот распыляться на новые отношения, лишь бы с кем там, просто чтобы Бобик повизжал от радости, да, чтобы Бобик было там, Бобику было не скучно, да, там куда-то в будочку чью-то забежать. Нет. Во-первых, вы человек, который и брезгливый, и вы воспитаны совершенно по-другому. Плюс у вас был в жизни любовный треугольник. Вы никогда не свяжетесь с женатой, замужней, вернее, женщиной. Никогда не свяжетесь. Ну, единицы, да, понятно, что это общий расклад. Ну, общая ваша масса, но не будете вы связываться, потому что, ну это противоречит вам, вообще вашему воспитанию, мировоззрению. Ну, вы себя будете чувствовать мерзко, если вы полезете просто в чужую семью. Напишите, ребят,
права я или нет. Будете ли вы с замужней дамой кувыркаться, грубо говоря, да? Я думаю, вряд ли. Смотрите, в вашей жизни будет такая интересная ситуация, когда у вас будет стоять выбор из двух женщин. Что это за женщины? Давайте уточнять. Причем даже те, кто сейчас в отношениях. Но отношения ваши конфликтные. Я не говорю про тех, у кого все в шоколаде. Хотя я думаю, у кого все в шоколаде, вряд ли меня смотрят. Смотрите, здесь найдет коса на камень вот в семье, токсичные отношения, да? И в вашей жизни встретится женщина. У холостяков тоже, естественно, да? Неважно, в каком вы статусе. Встретится женщина, она будет, знаете, вот абсолютной противоположности вашей, ну, которая либо была у вас, либо у кого-то сейчас, вот дома, да, вот этого, ваша снежная королева. Она будет мягкая, она такая податливая, добрая, но это просто кардинально другая, абсолютно по всем женским качествам. Знаете, вот как будто черное и белое. Вот если дома вас ждет вот это самое черное, да, ваша черная снежная королева, так сказать. У кого-то не ждет, да? У кого-то просто вы встретите ее. Я думаю, понятно я говорю. Но это будет женщина, которой вы сначала как-то даже удивитесь, что неужели еще такие остались, да? Потому что, как правило, ну, оглянешься то с бутылкой, то с волшебной палочкой мы в руке, да, в зубах палочка это. А это будет абсолютно другая, чистая, искренняя такая, да, вот. Ну, действительно, как будто она там, я не знаю, с 18 века, когда все так было чисто, порядочно, красиво, аккуратно, да. Это вас очень удивит. Что за вторая женщина? Вторая женщина будет встретиться на вашем пути. Это я сейчас про холостяков говорю. Вторая женщина будет более жесткая, но она красиво, холодной такой, знаете, вот, я не знаю, вот как норвежская, финская какой-то, вот там, где холодные страны, да, такая холодная женская красота. Она очень нравится мужчинам. Естественно, вы тоже мимо нее не пройдете, вот глаз упадет на такую холодную красоту. Те, кто из вас сейчас в отношениях, вы заметите тоже в своем окружении подобную даму, но вы подумаете, не-не-не, у меня уже есть одна снежная королева дома, мне вторая не нужна. А вот те, кто холостяки, кто-то из вас поведется на нее однозначно, потому что вот от нее будет исходить такая, знаете, вот, ну, то ли сексуальность. Она такая будет, знаете, вся манящая. Есть такие женщины, вы прекрасно это знаете. То есть у вас будет стоять дилемма, кого выбрать, да, вот там первую, вторую, да, вот либо же вот эту хорошую, либо вторую, да. У кого-то станет выбор между своей там женой, допустим, которая снежная королева, и между второй снежной королевой. Ну, то есть здесь трэш еще больше. Далее, что вас еще ждет? Смотрите, может у кого-то проиграться конфликтная ситуация. Будьте осторожны, особенно на работе. Но здесь, ну, такой жесткий конфликт может быть. Ну, я не скажу, что вы прям руками будете махать. Причем вот какая-то чепуховая такая причина будет. Ну, такой, знаете, междусобойчик какой-то. Это даже не с начальством, это вот именно то ли коллеги, да, вроде бы так друзья-приятели, но вот слово за слово кто-то кого-то зацепил. Не ведитесь, будьте осторожны, потому что, ну, можете нажить себе врагов. Это один момент. Те, кто сейчас находятся в горячих точках, будьте очень осторожны, потому что могут быть довольно горячие времена, довольно опасные. Поэтому берегите себя вдвойне. Я всегда говорю, ребят, вот особенно, ну, те, кто в горячих точках, есть руна Альгиз. Вы можете загуглить, почитать, я сейчас не буду об этом рассказывать.
Она очень сильно оберегает. Вы можете на себе ее рисовать. Руна Альгиз. Можете записать, а потом погуглите и посмотрите. На жилище своем можно, где угодно, на машинах там, да, то есть там, где вы обитаете, чтобы вы были всегда в безопасности. Далее, смотрите, еще какой момент. На кого-то из вас будут колдовать, ребят. Вот что мне не нравится. Будет какая-то ситуация, это может проиграться, особенно у тех, кто либо же с бывшей, вот в каких-то вы контрах, до сих пор вы не нашли какого-то компромисса по какому-то вопросу, либо же, если вы живете там с женщиной, ну, которая абсолютно вам чужая, вы понимаете, что все, там толку не будет. Вот здесь связано с женщиной, с которой у вас либо сейчас отношения, либо же, ну, это плохие отношения, имею в виду, либо же которая была, да, вот бывшая. От нее остерегайтесь. На ком-то уже, возможно, сейчас есть негатив, но это только на диагностику, ребят. Я всегда говорю, если что-то чувствуете, что-то пошло не так, может быть самочувствие, может быть черная полоса, у всех это по-разному. Можете всегда записаться, телефон под видео есть, и мы посмотрим, потому что, ну, сделано хорошо, профессионально и жестко, сделано жестко, там причем не один вид порчи есть. Не буду углубляться, сегодня не об этом у нас расклад. Ну, то есть, кто чувствует, однозначно здесь нужно только чиститься, иначе начнутся проблемы, вереница проблем в жизни. Потом просто не удивляйтесь, если что-то пойдет не так, потому что магия. Далее, смотрите, у кого-то из вас, сейчас я уточню, знаете, такое ощущение, что откроется золотая жила. Вот деньги, ну просто, ну однозначно, даже на дне колоды, просто потекут рекой. Вот финансово очень-очень благоприятный, успешный период начнется. Это касается и тех, кто, может быть, кто-то хочет открыть свое дело. Кто-то, может быть, захочет уйти на другую работу, то есть работа будет более прибыльная. Кто-то за границу уедет на заработки. Ну, то есть вариантов много. Очень успешный именно период начнется по работе, по финансам. Поэтому дерзайте, у кого есть такие мысли, но, может быть, вы не решаетесь, боитесь, там, опасения какие-то. Очень и очень классные. Теперь смотрите, вас ожидает какое-то застолье, но это застолье может быть, ну, и как какой-то день рождения. Это может быть даже застолье с какими-то, вот знаете, друзьями. Однозначно, очень светлая такая компания. Может быть, кто-то из прошлого, вот знаете, как бывает, встреча выпускников, допустим, либо же там старые друзья детства приезжают. Это настолько будет теплая, эмоционально позитивная такая встреча в вашей жизни. Я думаю, вы надолго ее запомните. Вот именно такая душевная компания соберется. У кого-то из вас, кстати, ребят, еще, смотрите, особенно те, кто, ну, такие, любят позажигать, да, потому что, ну, понятно, это общий расклад. Есть среди вас такие мачо, да, которые иногда меняют женщин, не очень постоянные. Ну, здесь совершенно другая ситуация, да. Будет у вас любовный роман, будет новая женщина, жаркие ночи, жаркие дни. Но опять же, поскольку вы не рассчитываете на серьезные отношения, это будет, ну, такая дамочка, которая, знаете, с одной стороны, она вам и в душу западет, а с другой стороны, вы будете очень-очень так осторожничать, думать, ну, я же мачо, зачем мне каждый день одна и та же, мне нужны приключения, зажигалочки и все такое, да. Поэтому те ребята, ну, которые любят и налево, и направо ходить, будет у вас роман, но именно эта женщина, она зацепит ваше сердечко. Поэтому у вас есть вероятность, что вы можете с ней даже, ну, закрутить так шуры-муры, скажем, да. Я имею в виду серьезные отношения, не просто там как-то так. Поэтому вот такие вот дела, ребят. Ну, финансы вообще супер, супер мне нравится. По любви, по личной жизни, ну, здесь вы будете сами выбирать, как я сказала, да. Либо Снежная королева, но я думаю, вряд ли кто-то ее выберет. Но все же, я надеюсь, чем-то поможет, да, мое такое маленькое предостережение.
Пользуйтесь. Кому поможет, пишите в комментариях, да, что, может быть, вот действительно от чего-то предостерегли. И еще раз говорю, никогда никому не рассказывайте о своих каких-то успехах и победах. Вот как бы язык не чесался, как бы хорошо не было, лучше пойдите об наждачку его почешите, тогда, может быть, тогда перехочется сразу рассказывать. Просто, чтобы не сгладить свое счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!